В старом зале заброшенного приюта, где когда-то проходили выставки экзотических животных, теперь звучал только отголосок равнодушных голосов и утомленных шагов. В центре, под бледным светом промышленных ламп, лежал неподвижно пес. Когда-то мощный и гордый маламут, теперь он выглядел как тень самого себя. Шкура в шрамах, уши ободраны, лапы сведены судорогами от пережитых мук. Волонтеры суетились, безуспешно пытаясь вызвать хоть какой-то интерес со стороны потенциальных хозяев. «Кто-нибудь возьмет его?» Прозвучал усталый голос смотрителя, но в ответ был только шепот. «Старый, бесполезный». Кто-то усмехнулся, кто-то покачал головой. Женщина в деловом костюме равнодушно прошла мимо. Таким лучше усыпление, чем тянуть агонию. Пес даже не поднял голову. Глаза были тусклы, как у тех, кто больше не ждет ничего. И только один человек не отвел взгляда. Его звали Роман. Молодой автомеханик из промышленного района Порто-Грейв. В рваном худи и поношенных ботинках он совершенно не вписывался в чуждую стерильность этого зала. Он молча подошел, опустился на корточки и произнес: «Я заберу его». Все переглянулись, кто-то тихо фыркнул. Но Роман не отреагировал. Он уже смотрел в глаза псу и видел там не конец, а остатки пепла, которые еще могли разгореться. Позже, оформив документы, он повел собаку, Бонса, как потом его назвал, к своему гаражу на окраине. Это было далеко от идеала. Масляные пятна, запах металла, неказистый деревянный вольер. Но здесь было тихо, и, главное, здесь никто не хотел его использовать. Первые дни Бонс почти не двигался. Он не реагировал на еду, не поднимал головы. Роман просто сидел рядом, читал, молчал. Он знал, что страх не уходит приказами. Со временем пес начал приоткрывать глаза, поворачиваться к звуку шагов, иногда едва заметно виляя хвостом. Это был прогресс. Проблемы начались, когда Роман попытался надеть на него шлейку, чтобы вывести на прогулку. Бонс зарычал и метнулся в угол, в глазах-то паника. Роман отступил, не издал ни звука. Он просто сел на пол и начал тихо говорить, не глядя прямо на пса. На это ушли недели. Маленькие победы. Один шаг к двери, потом два. Потом прогулка по двору. Однажды ночью, во время ливня, кто-то постучал в ворота. Это был пожилой мужчина по имени Марек, который когда-то держал соседний автопарк. Он посмотрел на Бонса и сказал, не глядя на Романа: «Ты делаешь важное дело, но чтобы по-настоящему помочь, нужно знать, кто его сломал». Эти слова не давали Роману покоя. Он решил выяснить прошлое пса. Документы из приюта дали лишь имя — Гил Лоусон. Хозяин тренировочной базы в южной части города, известный своей жестокостью. Когда Роман приехал туда, он нашел только полуразрушенные вольеры и одного сварливого сторожа, от которого добился немного. Бонс был частью программы по охранным собакам. Их истязали ради выносливости и послушания. Но Бонс не оправдал ожиданий, и его списали. «Почему вы не усыпили его?» — спросил Роман на прощание. Старик помолчал. «Не знаю. Может, надеялся, что кто-то спасет его вместо меня». Ответ не дал облегчения, но стал точкой. Вернувшись, Роман не стал делиться всеми подробностями с Бонсом, только сидел рядом и гладил его за ухом, пока пес не уснул, дыша ровнее, чем прежде. С этого момента между ними установилась тишина, в которой не было страха, только доверие. Однажды к воротам снова подошел человек, высокий, в темной куртке с твердым взглядом. Представился как Эрик. Он работал на базе, где тренировался Бонс. «Я не за тем, чтобы забрать его», — сразу сказал он. «Я хочу помочь. Он уникален, но его убили слишком рано. Я был тогда трусом. Сейчас хочу хотя бы попытаться все исправить». Роман не сразу поверил.
Но когда Эрик без усилий наладил с псом первый контакт, тот не отпрянул. Он просто наблюдал. Так начались тренировки. Без приказов, без давления. Бонс медленно, шаг за шагом вспоминал, что значит двигаться по команде не из страха, а из взаимопонимания. Иногда все срывалось, резкий звук, и пес метался, как в ловушке. Тогда Эрик садился рядом, пока дыхание не выравнивалось. «Не дави. Он должен сам выбрать, когда ему вернуться», — говорил он Роману. Позже они вывезли Бонса на закрытую площадку. Там, на старом треке, без публики и без криков, он впервые побежал. Ни за мячом, ни по команде, просто потому, что захотел. Его движения были неуверенными, но с каждым кругом он становился увереннее. Это был не бег, это было освобождение. «Он возвращается», — сказал Эрик, глядя на Романа. «Но чтобы завершить путь, он должен вернуться туда, где все началось». Роман побледнел. «Ты хочешь, чтобы он снова пошел на базу?» «Не для службы, чтобы закрыть круг». Позже они привезли Бонса на заброшенную территорию. Без ошейника, без команд. Роман просто открыл калитку. Пес замер. Потом медленно прошел вперед, обнюхал землю, повернулся и пошел к Роману. Сам. Слухи о восстановлении пса разлетелись по порту Грейв. Газеты писали «Собака, которую не сломали». Люди приходили взглянуть, но Бонс никому не доверял, кроме Романа. Они сидели по вечерам у ворот, и никто больше не нарушал их покой. Однажды мальчик спросил у Романа: «Правда, что он раньше был сломан?» Роман присел рядом. Нет, он не был сломан. Ему просто не дали времени вырасти. В тот вечер, когда солнце садилось над портом Грейв, Роман стоял у ворот своей мастерской. Воздух был прохладным, тихим, наполненным только шорохом листьев и звуками, которые он когда-то не замечал. Рядом с ним сидел Бонс, гордый, спокойный, с ровным дыханием и прямой спиной. Его уши были направлены вперед, взгляд следил за горизонтом, а в позе читалась уверенность, которую еще несколько месяцев назад трудно было даже вообразить. Роман осторожно провел рукой по его густой, уже почти полностью отросшей шерсти. Шрамы все еще были, но они перестали быть доминирующей чертой. Теперь они были частью истории, но не всей ее сутью. «Ты сделал это, приятель», — прошептал он. «Мы оба». Пес повернул голову, ткнулся носом ему в плечо. Ласково, осознанно. И в этом было все. Признание, доверие, связь, выкованная болью и терпением. Прошлое не исчезло, оно не могло исчезнуть. Иногда по ночам Бонс все еще вздрагивал от снов. Иногда на улице он замирал при резком звуке. Но теперь он не убегал. Он оглядывался и встречался взглядом с Романом. Он знал, что рядом есть кто-то, кто не предаст. В городе их больше не обсуждали с насмешкой. Люди, когда-то равнодушные, теперь здоровались с Романом, приносили лакомства для Бонса, спрашивали, не нужно ли помочь. Несколько подростков, вдохновленные этой историей, начали помогать в приюте, где Бонс когда-то лежал, не надеясь ни на что. Даже местная радиостанция однажды пригласила Романа рассказать, как все началось. Он не любил говорить, но тогда согласился, потому что чувствовал, что история Бонса больше, чем история одного пса. Это была история о втором шансе. В один из дней к ним приехал человек из реабилитационного центра для ветеранов. Он слышал о Бонсе и хотел пригласить Романа на семинар, рассказать, как животные могут помочь тем, кто пережил травмы. «Ваш маламут — живая легенда», — сказал он. Роман усмехнулся. Он не легенда, он просто не сдался. И после паузы добавил: «И я тоже». Поздними вечерами они все так же сидели вдвоем у ворот. Иногда молча.
Иногда Роман говорил о будущем, о мечтах, о новой идее открыть маленький центр помощи травмированным животным. И каждый раз, когда он произносил слова «мы могли бы», Бонс, слегка виляя хвостом, подтверждал «да, мы могли бы». И однажды Роман спросил вслух: «Ты бы пошел со мной, если бы мы начали сначала? В другом месте? Новый дом?» Пес поднял на него взгляд. Уверенный, тихий. И снова легкое прикосновение носом к плечу. «Да». История Бонса стала символом того, что сломленное не значит потерянное, что прошлое может стать фундаментом, а не приговором, что иногда нужен всего один человек, чтобы разбитое сердце снова билось. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.